Ребята, привет! В прошлых видео мы с вами определили важные моменты, которые влияют на составление рецепта окрашивания волос. Давайте продолжим. Кроме всего перечисленного, нам нужно обратить внимание на состояние волос. Насколько они пористые, хрупкие и на каких участках эти показатели более высокие. На что влияет пористость волос? Пористый волос быстрее всасывает пигменты, поэтому рецептуру стоит откорректировать и использовать более светлый краситель или более прозрачный. Как понять, что волосы пористые? Очень просто. Все, что плохо расчесывается, это пористое. Все, что путается, это очень пористое. Конечно, такие волосы требуют регулярного профессионального ухода, и вы можете порекомендовать клиенту использовать профессиональные продукты дома, сочетать увлажнение и восстановление волос. В результате волос будет становиться все лучше и лучше, пористость уменьшаться. Второй важный показатель – это толщина волоса. Все профессиональные производители сориентированы на среднюю толщину волоса. Кстати, в разных странах может производиться разный по составу краситель, исходя из национальных особенностей волос этого региона. Дело в том, что это количество пигментов разработано так, чтобы на средней толщине волоса вы получили тот цвет, который заявлен производителем. При окрашивании этим же красителем толстый волос получит по плотности меньше цвета, и часть его структуры будет неплотно заполнена. Поэтому цвет может получиться недостаточно плотный, сочный, а иногда и более светлый, чем задуман. С тонким волосом наоборот. То же самое количество пигментов в тонком волосе ляжет слишком плотно, и тонкий волос будет выглядеть темнее, чем задумано. А если это еще и пористый волос, тем более будет все темнее. Что делать? Корректировать рецептуру. Для толстого волоса в основной краситель добавить подобный цвет, но на тон темнее. А для тонкого наоборот, основной смешать с более светлым оттенком. Так почему же иногда бытовым красителем проще достигнуть желаемый цвет волос? Ведь столько индивидуального нужно учесть. Потому что в него уже заложены многие пункты, такие как седина, увеличенное количество пигментов, нейтрализация и завышенный процент окислителя. Но имейте в виду, что бытовой краситель рассчитан на массу клиентов, которым не важны нюансы. Это более дешевый, универсальный, усредненный способ получить цвет на волосах. Но какой этот цвет и как именно он проявится на ваших волосах, бытовой краситель не может дать гарантии. Цвет будет приблизительный. И если он вас устраивает, то можно обойтись и без колориста. Это как пить лекарство без рецепта. А для индивидуального результата нужен индивидуальный подход. Нужен профессиональный краситель и профессиональный колорист. Теперь вы знаете практически все нюансы, которые нужно учитывать при решении колористической задачи. Если вы хотите разобрать все возможные варианты решения колористических задач на окрашивание в тона темнее, светлее, тон в тон, блонд и так далее, переходите на мой сайт salonlondon.ru.